Сначала ты создаешь их, а потом они создают тебя. Привет! Сегодня говорим о привычках, о том, что это и как они влияют на нашу жизнь. Поехали! Я Настя, и ты на канале о саморазвитии, аналитическом мышлении и счастливой жизни. Знаешь ли ты, что наши привычки контролируют 96-98% наших действий? Я поднимала эту тему в своем инстаграме, добавляйся ко мне там. А происходит так потому, что наше подсознание способно обрабатывать от 10 до 400 миллиардов сигналов в секунду, в то время как наше сознание обрабатывает всего лишь 2000 сигналов. Все действия, которые повторяются многократно, сознание передает на управление подсознанию. Чем чаще выполняются действия или какой-то определенный шаблон действий, то есть паттерн, тем сильнее закрепляются в мозгу нейронные пути и тем сильнее становятся привычки. Поэтому причина создания привычек проста. Сознание просто не способно обрабатывать весь объем информации, который поступает к нам. Оно освобождает себя для того, чтобы обрабатывать новую информацию. Отличным примером является вождение автомобиля. Вспомни, как ты учился ездить. Сначала мы в панике думали, на какую педаль нажать, когда ее отпустить, как переключить передачу, когда нажимать и отпускать сцепление. Помнишь? А теперь мы едем на автомобиле, в одной руке мобильный телефон, разговариваем, едим и как-то еще коленкой поддерживаем руль. Привычки – это очень мощный инструмент нашего подсознания. Теперь ты знаешь, что привычка – это способ разгрузки нашего сознания. И сейчас я расскажу тебе о том, как она образуется. Ты будешь удивлен, но по сути очень просто. Ты делаешь определенную последовательность действий, мозг ее запоминает, и чем чаще ты ее повторяешь, тем больше она укрепляется и укореняется в мозге, переходя на автомат. Разберем с точки зрения нейробиологии. Вообще, одно из самых революционных открытий, сделанных за последние несколько десятилетий, заключается в том, насколько пластичен наш мозг. До этой смены парадигмы ученые думали, что мозг не изменяется после примерно лет 25. Это не так. Наш мозг постоянно обновляется. Завтра у нас будет другой мозг, не такой, как сегодня. И это происходит на протяжении всей жизни. В одном исследовании, в котором участвовали люди от 57 до 72 лет, ученые обнаружили, что их мозг создает от 500 до 1000 новых нейронов в одном только гиппокампе каждый день. Человеческий мозг состоит из миллиардов нейронов. Каждый нейрон может образовывать связи с 10 тысячами других нейронов, в результате чего появляются триллионы синаптических связей. Эти взаимосвязанные нейроны образуют цепочки, которые лежат в основе привычек. Чем больше мы делаем что-то, едим перед телевизором, ездим на велосипеде, играем на музыкальном инструменте, учим новый язык, тем сильнее становятся нейронные связи, поддерживающие эту привычку. Дональд Хэбб, канадский нейроученый 40-х годов, отмечал, что когда нейронная связь сформирована, активация одного нейрона приводит к активации всех остальных, в результате чего вся нейронная цепочка укрепляется, как будто подсвечивается на фоне остальных. Эти идеи известны как теория Хэбба. Между нейронами, которые возбуждаются одновременно, возникает прочная связь. Нейронные связи поддерживают наши привычки, а привычки укрепляют нейронные связи. То есть биология формирует поведение и наоборот. Ученые доказали, что опыт воздействует на нейронные связи. Все, что мы делаем, меняет наш мозг. Если я продолжу есть перед телевизором, эта привычка вмонтируется в нейронные связи. Поведение изменит структуру мозга. Мой мозг станет другим. Ребята, это довольно отрезвляющая мысль. С этой точки зрения мы то, что мы делаем. Будь внимателен к тому, что делаешь. Чем больше мы повторяем что-то, тем выше вероятность того, что мы сделаем это и в будущем. Для мозга, управляемого привычками, нет разницы между хорошим и проблематичным поведением. Повторяющиеся действия, мысли и чувства просто выстраиваются в мозге во все более крепкие нейронные связи. Простыми словами, привычка – это протаренная для мозга дорожка. Активируя первый нейрон, мозг обязательно вторым активирует тот,
который в большинстве случаев шел вторым и так далее. Это осознание дает тебе ответ на все вопросы о привычках. И о том, как избавиться от плохих, будем называть их деконструктивными, и о том, как приобрести хорошие, то есть конструктивные, которые дают нам пользу в будущем. Вот тебе и ответ. Хочешь получить результат? Формируй новую привычку или преобразовывай старую. Разрывай созданные связи и создавай новые. Так, если после каждого стресса ты бежал съесть что-нибудь вкусное, чтобы получить удовольствие, то осознай, что это протаренная дорога в твоем мозге. И попробуй вместо съесть подышать, попрыгать или сделать что-то другое, что также тебе приносит удовольствие. Тем самым ты попытаешься создать новую нейронную связь, а старая постепенно начнет угасать. Принцип простой. Не используем старое, оно ослабевает. Используем новое, оно укореняется. И тут важно отметить, что для таких изменений требуется время. Одни исследования говорят о 21 дне, другие о 66. Я скажу тебе, что количество дней для формирования нейронной связи у всех свое. Это подтверждает и опыты, когда крысам пытались сменить привычку нажимать на сигнал с целью получения сладкого. Некоторые перестроились очень быстро, а некоторые нет. Повторяя новую связь методично до тех пор, пока не начнешь делать это на автомате. Вот и весь секрет сути привычки. В своем инстаграме я делала выжимку из книги «Атомные привычки». Прочитай, и ты поймешь, что изменения хотя бы на 1% в день влекут к большим изменениям в будущем. Ты уже можешь начать использовать эти знания для формирования лучшей версии себя. Ну а в следующем выпуске я расскажу тебе о некоторых приемах, как можно сделать это быстрее. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи. Пока-пока.